Всем привет! В последний вторник уходящего 2021 года хочу с вами поделиться процессом декорирования рождественского венка. Этот венок заказали для декорирования двери в серебряных и белых тонах. Венок из ротанга, он был серого цвета, но лицевую сторону я окрасила белой акриловой краской. Венок украшать я буду вот такими еловыми лапками. Игрушки для декора я уже подготовила, буду использовать шарики и шишки. Также основным элементом декора будет вот такой олень в белоснежном цвете. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Сам венок диаметром 40 сантиметров, и для его декорирования я взяла лапки длиной 16 сантиметров. Клеить весь декор на венок я буду с помощью горячего клея. Украшать венок еловыми лапками я буду только с левой стороны. Выбираю середину на левой стороне и затем вверх и вниз буду пускать еловые лапки. Далее видео я ускорю, но все важные моменты я буду озвучивать. И вот такой венок получается. К сожалению, штатив не позволяет поднять выше камеру. Надеюсь, вам все хорошо видно. И теперь на середину, от которой идут еловые лапки вверх и вниз, я приклею вот этого оленя. Еще я решила спрятать вот этот крючок на олене. Задекорирую его просто цветком из фоамирана. Он был белого цвета. Я его покрыла клеем ПВА и посыпала сверху серебристым глиттером. Диаметр цветка 7 сантиметров, олень в высоту 13 сантиметров и в ширину 8 сантиметров. Но перед тем, как приклеить оленя с цветком, сначала еловые лапки я задекорирую вот такими бусинками. Эти бусинки я заказывала с AliExpress, уже делала с ними распаковку, но все ссылки я, конечно, оставлю в описании под видео. Для объемного декора нужна хорошая опора. И сейчас, когда я приклеила оленя, я еще решила добавить одну еловую лапку, чтобы он лучше держался. И теперь приступаю к декорированию шариками. Буду использовать вот такие шары белого цвета, серебряного, также шишки матовые, серебряные и в глиттере. Клеить буду опять же на горячий клей. Единственное, уберу с них крепление для лучшей сцепки с поверхностью. Шарики буду клеить в хаотичном порядке, используя различные цвета, а вот шишки буду клеить так, чтобы они свисали с еловых лапок. И для более быстрой работы я сначала все убираю лишнее с игрушек, а затем их складываю в середину венка. Так я вижу все игрушки, которые мне нужно добавить на венок, и процесс работы идет быстрее. И вот такая красота получается. Осталось добавить еще пару игрушек. Также, когда доклеен почти весь декор, я смотрю на обратную сторону венка. Если есть где-то какие-то прострелы, я их заполняю еловыми лапками. Это нужно для того, чтобы со всех сторон венок смотрелся аккуратно. И еще дам один совет по поводу склейки горячим клеем. Горячий клей с искусственной елью крепится тяжело. И для более хорошей фиксации
декорации я советую вот такой способ. Вы прикрепляете игрушку одной рукой в нужное вам место, а затем второй рукой упираетесь в венок с другой стороны. И еще вниз венка я решила добавить вот такую маленькую елочку. Мне кажется, будет смотреться очень мило. Такие елочки я заказывала тоже на AliExpress, ссылки я оставлю в описании под видео. К этому венку еще заказывали 2 подсвечника в таком же исполнении. Видеообзор я уже подготовила и завтра с вами поделюсь. И на этот венок я решила еще добавить искусственный снег, чтобы он смотрелся более нежным, так как еловые лапы слишком отдают зеленью. Я очень надеюсь, что видеообзор был для вас интересным и полезным. Далее в видео я поделюсь с вами уже готовым результатом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам рождественский венок в таком исполнении. Буду ждать от вас обратную связь. И вот так венок выглядит уже с использованием искусственного снега. Как вы видите, ничего нет сложного в создании такого рождественского венка. Главное использовать материалы, которые вам нравятся, и правильно сочетать цветовую гамму. И на сегодня это все. Если у вас будут какие-либо еще вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале и всем пока!